В этом видео я покажу, как подключить разные типы рекламы в Unity Ads. Пока создаю проект для теста рекламы, расскажу кратко план действий в этом уроке. Первое – создание организации Unity ID. Второе – подключение и активация библиотеки с рекламой. Третье – создадим скрипты с реализацией 4 типов рекламы. Реклама с пропуском, реклама с вознаграждением по клику на кнопку и баннерная реклама. После оформим платежные реквизиты для вывода ваших зеленых, полученных с рекламы, и в завершении заполним налоговую форму для льготы от США. И сделаем билд с последующим тестом на телефоне. Охайо, ребят, вы во вселенной Рэйбл. На своем канале обучаю всему, что умею сам в сфере компьютерной графики и разработки игр. Проект для демонстрации готов. У нас есть просто сфера, вверху два поля с текстом и внизу кнопка. Итак, как будем работать? При нажатии на сферу нам начисляется 1 балл в левое поле с текстом. И с вероятностью 30% будет запускаться реклама с возможностью ее пропуска через 3 секунды. Еще выше у нас будет баннер. Я его поставил вверх именно по той причине, что игрок будет часто смотреть вверх из-за баллов. И по нажатию на кнопку мы запускаем рекламу без возможности пропуска, то есть будет реклама с вознаграждением. Из-за этого игроку будет начислены баллы в правое поле, припустим, какая-то редкая валюта в игре. После того, как с проектом разобрались, заходим в настройки билда и меняем платформу на Android или iOS. Когда смена закончилась, переходим в Player Settings и меняем имя компании на ваше название. По желанию ниже вы можете указать ориентацию вашего приложения, чтобы его не крутило как попало при повороте телефона. Я буду использовать портретную версию. У меня время от времени будет висеть окно с импортом. Я пока не на все 100% разобрался, как от этого избавиться, кроме того, как пересоздать проект, потому не обращайте на это внимания. Первым делом создадим организацию. Если она у вас уже есть, переходите к следующему пункту. Для создания компании вверху нажмем на аккаунт и выберем первый пункт. Открывается браузер с нашим аккаунтом в Unity. Тут есть моя основная организация, но для вас создам новую тест-организацию, чтобы пройти все пункты. Итак, нажимаем «Добавить», вводим имя и в категории Industry выбираем Games. Нажимаем «Создать». Теперь выбираем нашу организацию и пока идем дальше. В конце эта страница еще пригодится. Следующий шаг – это создание Project ID и подключение рекламной библиотеки. Возможно, ты смотришь это видео, потому что когда ты подключил пакет с рекламой через Unity Asset Store, то полилось куча ошибок. Так вот, сейчас уже не нужно импортировать этот пакет, он устарел. Все уже встроено в движок. Удали папки Unity Ads и Plugins, которые создались при импорте старого пакета. И повторяй за мной. Переходим в Windows, General, Services. В новом окне жмем Ads. Тут мы выбираем новоиспеченную организацию, или если у вас уже она была, то выбираете ее. И тапаем на Create Project ID. Следующий шаг определить. Ваша игра в первую очередь ориентирована на карапузов младше 13, тогда ставим да, иначе нет. Нажимаем Сохранить. Дальше активируем рекламу. Немного ждем и теперь должны импортировать Ads Package, нажав на кнопку «Установить последнюю версию». Дальше важный момент. Внимание! Пока вы не опубликуете игру в Play Market или App Store, нажимаем Enable Test Mode. Это важно, поскольку когда вы проводите тесты в Unity, будет погружаться тестовая реклама. Если этого не сделать, тогда вас могут обвинить в мошенничестве, чего бы не хотелось. Если вдруг забудете это сделать, то в скриптах эти режимы мы еще пропишем. Просто видел не раз, как в других уроках на просторах YouTube ребята не активировали тест-режим и им демонстрировалась реальная реклама, а это не очень хорошо. Ниже мы видим наши Game ID для Android и iOS. Именно по ним мы будем определять, в каком приложении происходит реклама. Теперь перед тем, как переходить к написанию кода, перейдем в Dashboard. Там мы проверим наши Game ID и скажу пару слов про типы рекламы и как ее можно настроить, перед тем, как использовать. В открывшемся окне выбираем монетизация, далее Project. Выбираем наш проект и переходим на панель Placements. Ах да, ее тут нет, и когда я писал это видео, немножечко офигел. Оказывается, на днях они обновили это все, и теперь работа с Unity Ads немного другая. Сначала немного приуныл, потому что хз вообще как здесь работать, надо разбираться. Но минимум две причины, почему это круто, что так случилось. Первое, это мое видео сохранит большую актуальность, а второе, это работа с рекламой стала чуть более гибкой, и это хорошо. Понятное дело, что часть видео пришлось перезаписать. Итак,
Первым делом нажимаем на Complete Activation. Дальше нас спрашивают, будем ли мы использовать сервисы для медиации нашей рекламы. Досмотрите этот блок до конца, а потом примите решение, что оставить. Это нужно для более эффективного показа рекламы, что в свою очередь увеличивает доходы. Для примера пока выберем AdMob. И выше нас предупреждает, что окно с настройкой каждого типа рекламы доступно только при использовании для других сервисов. Потому мы и выбрали пункт 2, чтобы посмотреть на эти возможности. После я покажу, что будет, если выбрать первый пункт. После у нас вкладка Add Units обновляется и появляется Placement Management. Пока разберем Add Units. Тут по сути основные настройки рекламы в целом. Это наши Game ID, они же все виды рекламы. Их тут 6, но основных 3, просто идет разделение на платформы. Можем оставить, к примеру, для Android. Первое это Rewarded Video, это реклама с вознаграждением. Думаю, из названия понятно, что после просмотра такой рекламы игроку дается печенька. Это может быть игровая валюта, бокс с лутом, x2 монет, да что угодно, что вы можете дать игроку за просмотр рекламы. И такую рекламу, как правило, нельзя пропустить. Следующий тип это Interstitial Ads, межстраничная реклама. Это самая обыкновенная реклама, которую можно пропустить. И последний тип это баннерная реклама. Просто баннер, который висит все время и особо не мешает. Все эти типы мы воплотим в этом видео. У каждой рекламы есть настройки, все они похожи и простые. Имя, тип, статус, активно-неактивно. Потом, какой тип контента мы можем видеть в таком типе рекламы. В данном случае межстраничная. Видео, просто видеореклама. Дисплей, это статическая картинка. Playable, это интерактивная реклама, когда вы можете что-то потыкать, подвигать прямо в рекламе. Помимо этого есть еще баннер, у нас он отдельно. Также есть еще два типа, это Cross-Promo и AR. Ну, с AR понятно, это дополненная реальность, а Cross-Promo это когда вы рекламируете в своей игре другие ваши игры. Как-то так. Я сам это не использовал, поэтому больше ничего не могу сказать. Да я не знаю, почему в справке все эти типы есть, а тут их не видно. Потом muting, то есть заглушить звук в рекламе, или нет. Возможно, вы видели когда-то, как начинается реклама, а в ней звук сразу выключен. Давайте выключим звук, почему бы нет. И последнее, это возможность пропустить рекламу через какое-то количество секунд, по умолчанию 5, но можно сделать больше или меньше, на ваше усмотрение. Мы сделаем 3. В виде с вознаграждением все то же самое, только в настройках нет возможности пропуска. А баннер и в Африке баннер, тут все понятно. Разве что его частота обновления. Оставим по умолчанию. В Placement Management можно настроить цели для нашей рекламы и видеть аналитику. Например, можем добавить цель для межстраничной рекламы, убрав галочку с автоматического eCPM, это показатель дохода от 1000 рекламных показов. Можем поставить целевой показатель и выбрать геолокацию. Те, кто шарит, как этим пользоваться для аналитики рекламной стратегии, думаю, оценят этот инструмент. В один тип рекламы можно добавлять до 12 вариантов плейсментов. Нам пока это все не нужно, это видео про самую простую работу с рекламой. Если мы хотим поменять медиацию, заходим в настройки и прокрутив ниже, видим пункт с нашим AdMob. Тут можем выбрать другой сервис, но если захотим отключить, то нам скажут, что нужно создавать новый проект. Для примера создам его прямо тут. Название топ, да? Сомневаюсь. Создам что-то другое. Можно выбрать копирование настроек с другого проекта и ставим, что не будем использовать медиацию. Заходим в рекламу и тут снова нажимаем Complete Activation и снова выбираем, что не будем использовать медиацию рекламы. По сути все. У нас все то же самое, только без Placement Management. Думаю, вам и такой вариант будет достаточно. Теперь переходим к написанию кода. У нас будет два скрипта. Первый скрипт будет основным. Там будет происходить вызов всех типов, а второй будет вешаться на кнопку для получения награды. Можно не делать отдельные скрипты для рекламы, если она у вас будет вызываться только с одного места в игре и писать код сразу в главном скрипте игры. Но если таких мест больше, то придется код копировать, а это не очень хорошо. Намного удобнее будет делать, как я покажу, то есть отдельный скрипт для рекламы,
функции, которые можно использовать уже в другом скрипте. Первым делом создадим пустой объект в сцене, который будет для основного скрипта с рекламой. Основной скрипт назовем AdsCore, можете называть Ads Manager, просто ядро рекламы звучит сочнее, как по мне. Сразу кидаем его на наш пустой объект и создадим сразу второй, назовем Rewarded Ads. Он будет вешаться на кнопку, также сразу кинем на кнопку. Займемся пока основным скриптом, после его запуска удалим все лишнее, можете сделать как у меня, и теперь постепенно буду добавлять код с комментариями, зачем оно там надо и что делает. Сначала блок с переменными. Тут мы указываем тестовый лето-режим, потом наш Game-ID, который берем с вкладки сервисов или с Unity Dashboard, и в конце 3 переменные типа string. Это наше название рекламы, которое обсуждали ранее. Далее в методе start идет инициализация сервисов по нашему ID и тестовому режиму, а ниже инициализация баннера с помощью карутины и установка его позиции. Я его установил сверху. Дальше основная функция показа рекламы Show as Video. В нее мы передаем placement ID, это просто тип нашей рекламы. Это статическая публичная функция, потому сможем обратиться к ней из другого скрипта, который будет запускать рекламу. А внутри функции проверяем. Если реклама готова, показываем. Если нет, то просто выводим в консоль информацию об этом. Но вы можете тут прописать что угодно, к примеру, показать окошко, где прописано, что реклама пока недоступна, попробуйте позже. И все в таком духе. Теперь код карутины для баннера. Тут должно быть все понятно. Просто показ баннера через каждые полсекунды, если он готов. По сути, на это можно и закончить с этим скриптом, но как же там всякие плюшки за показ рекламы и прочее. Сейчас это допишем. Для этого нам нужно наследовать не только monobehavior, но и iUnity as Listener. Он нам сразу кинул ошибку. Тип нам нужно прописать еще какой-то код различных обработок. Но это легко сделать, нажав правой кнопкой мыши и выбрав первый пункт, нажимаем «Реализовать интерфейс». Появляются 4 простенькие функции. Первая — это обработка статуса рекламы, готова она или нет. Как ее использовать, посмотрим на примере второго скрипта. Дальше функция обработки рекламы с ошибкой. Тут пишем что-то по типу, как это было в функции Show Ads Video. Дальше функция, когда только запустилась реклама. И последнее, и самое нужное, это то, что мы делаем, когда закончили смотреть рекламу. Ну или скипнули. Тут 3 варианта: финиш, скип или ошибка. Думаю, тут уже ясно, что если игрок посмотрел рекламу до конца, то мы ему даем печеньку и описываем это вот здесь. Если он скипнул, то даем ча-поля и пишем это вот здесь. Также я забыл раскомментировать вот эту строку, нужна для активации функции iUnity Ads Listener. А также я тупанул и неверно написал название всех плейсментов, нужно добавить нижнее подчеркивание. Будьте внимательны, оно копируется с вкладки Add Units и находится внизу под каждым типом рекламы. Оно раньше было другим, потому пока разбирался, забыл поменять. Давайте проверим работу этого кода. Вызовем функцию Show Ads Video из главного скрипта игры. При нажатии на сферу мы, кроме прибавки баллов, пишем код, который с вероятностью 30% запустит рекламу с пропуском. Я буду сразу тестировать на телефоне. Смотрим не только на игру, но и в консоль. Там мы будем видеть вывод результатов о том, досмотрел ли игрок рекламу или скипнул. Нажимаю на сферу до показа рекламы. Итак, теперь нажимаю скип. Все окей. Получил ча-поля. Nice. Снова тапаю на сферу. Теперь в рекламе нажимаю close, то есть мы ее досмотрели. В реальной рекламе крестика сразу не будет, тут чисто демонстрация. Все работает. Ну и баннер сверху, понятное дело, он очень маленький, но когда сделаете билд на телефон, там он будет нормальных размеров. В конце видео вы это увидите. Осталось разобраться с кнопкой. Чаще всего именно ее используют для показа рекламы с вознаграждением. Вот весь скрипт. Он очень похож, потому показываю его целиком. Вверху все то же самое, только дописываем ссылку на кнопку и поле с баллами. В старте все инициализируем с учетом кнопки. Потом простая функция запуска рекламы. А дальше 4 функции, что уже рассматривал. В onUnity as didFinish пишем, что именно мы даем игроку, а это баллы. А функция onUnity as ready отличается от прошлого скрипта тем, что тут мы проверяем, если реклама доступна, то делаем доступной и кнопку, иначе кнопка будет недоступна.
Проверяем кнопку. Скипнуть не можем, а когда досмотрели до конца, идет прибавка баллов. Все работает. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. А сейчас перейдем к тому, как потом нам выводить деньги с рекламы. Возвращаемся к странице с нашей организацией и ниже нажимаем платежные реквизиты или Payout Profile, если у вас на английском. Нажимаем «Добавить профиль» и заполняем все поля. Заполняем реальными данными на английском языке. Сохраняемся и идем создавать налоговую форму. Если у вас английская версия сайта, то тут будет Payout Text Info. Поехали. Ставим индивидуальный разработчик и заполняем все поля так же, как это делали чуть ранее. Дальше указываем адрес. Заполнить можно только поля с красной звездочкой. Дальше ставим галочки для согласия на электронную подпись. Следующий пункт — это налоговый статус. Спрашивают нас, являемся ли мы гражданином США. Нет. Тут пишем, что мы индивидуальный разработчик. Individual. Дальше должны указать, предоставляем ли мы услуги на территории США. Если нет, то отмечаем, что все услуги за пределами США. Дальше. Есть ли бизнес в США? Нет. Теперь получаем нашу налоговую форму. Пробегаемся глазами, если все окей, жмем далее. Тут ставим все галочки, если хотите, каждый пункт можете перевести. Внизу пишем имя, адрес электронной почты, что указывали ранее, и опять Individual. Нажимаем «Отправить». Когда все проверят, вам должно быть прийти письмо на почту, что все окей. Последний пункт — это вывод средств. Тут 3 варианта. Задержать выплаты, банковский перевод и PayPal. Выбираем, что вам нужно. Ты точно записываешь видео о создании игр? А что случилось? Галочку нажали, кнопочку нажали, все-таки галочку поставили, стрелочку нажали. Это заполнение налоговой формы. Налоговую форму. Мы заполняем налоговую форму. Не обращаем внимания на задний фон. Все окей. Теперь сбилдим наш проект и запустим на телефоне. При нажатии на шарик получаем баллы, и иногда запускается межстраничная реклама, без звука, и ее можно пропустить через 3 секунды. А при нажатии на кнопку активируем рекламу с вознаграждением, и посмотрев до конца, получаем баллы справа. Все работает. Чтобы реклама приносила доход, отключаем везде тест-режим и публикуем в Play Market. Если хотите видео про публикацию, ставьте лайк. А дальше планирую записать видео о внутриигровых покупках. Если такая тема тоже интересна, пиши в комментарии. Это смотивирует меня быстрее приступить к работе. Этот урок получился не самым быстрым, но, надеюсь, информативным. Спасибо, что досмотрели. С вас лайк и подписка. Ну все. Долгожданное видео готово. Фух.